Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Узнай будущее. Что спешит вашу жизнь? Таро прогноз на 10 дней на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте с вами заглянем в будущее, узнаем, что в ближайшее время в указанный срок случится или произойдет, каковы подсказки карт на будущее. Итак, у нас сегодня две колоды. Первая – это колода Ленорман. И мы не задаем вопросов, а позволяем картам раскрыть вот цепочку последовательности тех событий, с которыми мы можем столкнуться в ближайшее время. Или как энергии. Что нам хотят подсказать карты Ленорман для вашего знака зодиака. Узнаем будущее. Первая карта. С чем это может быть связано? Или буквально какие-то события будущего, какой сферы жизни могут касаться. На колоде Таро первая карта – неожиданность. И пусть это будут приятные сюрпризы. А вторая карта – в чем ваша сила, что у вас получится осуществить или какие энергии вам помогают. По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то оформление документов, ну или то, что вы задумали. Энергия денег, как видят карты, личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же за будущее. Ну вот что, какой-то странный у нас у всех расклад. Правда, почему странный? Потому что очень многим знакам зодиака выпадает либо развилка, либо аркан крест, либо и то, и другое вместе. Мы словно на выборе стоим вот в эти 10 дней. И я даже начинаю задумываться, может быть, для всех нас, неважно, где мы находимся, но, видимо, какие-то события в каком-то более глобальном, общемировом масштабе, когда нам приходится, возможно, отстраивать какую-то новую стратегию, тактику либо нашего поведения, либо отношений. Может быть, это где-то перекликается с теми планами, которые вы для себя уже определили, но сама по себе развилка, стала быть, и есть, и дорогу выбирать придется. У кого-то тут может быть и личная жизнь, у кого-то это будет касаться работы. Тут у каждого будет своя какая-то стезя или своя вот эта тропинка-дорожка. Но как будто 4 дороги, а выбрать нужно только одну. Давайте посмотрим, что дальше. Ну, наверное, теперь можно вообще не смотреть. У вас как раз вот эта развилка в очень правильном направлении, в сторону Солнца, мои дорогие. И, видимо, с чем-то основополагающим вы будете определяться в эти 10 дней. Безусловно, аркан Солнца нам еще и говорит о том, что это как выбор правильного направления. Для кого-то может банально проиграться получение денег крупной суммы. Именно здесь, потому что бубном соответствует аркан Солнца. Или решить вопросы по части документов. Может быть, это и касается работы, откуда к вам приходят деньги. А у кого-то это будет касаться недвижимости. Или вы собираетесь куда-то переезжать и выбираете тоже путь. Может быть, прежде вы об этом не задумывались, а здесь какие-то обстоятельства для вас открывают новые перспективы. Но я должна сказать, то, с чем вы определитесь в эти 10 дней, мои дорогие козероги, скорее всего, 6-8 месяцев вы будете уделять этой теме самое активное внимание. Мы не можем это оставить на самотек. Или это как первые какие-то шаги. Наверное, развилка, выбрали вот эту тропу, дорогу, и дальше вам нужно что-то продолжать. По аркану Солнца мы не бросаем все начатое. Это самое где-то преддверие нашего успеха, который к вам приходит. И не просто это вот эти 10 дней, а это то, что у вас будет развиваться. То, что будет означать, ну, может быть, счастье ваше, благополучие, решение каких-то вопросов, тоже очень важных, которые в конечном итоге и составляют ваше качество жизни. А выбор вы делаете в эти 10 дней или с чем-то определяетесь. Давайте посмотрим, что это еще может быть. Ну, это очень, вот как крест не выпал, так гроб выпал. Это то, о чем я говорила. И очень символично, кстати, да, первая карта развилка. Мы вынуждены выбирать. И понятно, что если мы выберем одно, от другого мы откажемся. И вот то, что вы откажетесь, вам будет этот выбор сделать легко, с учетом тем более аркана Солнца. Это может происходить у каждого по-своему. Кто-то из вас, ну, знаете, как откровение с самим собой, как какой-то внутренний инсайт. Чем я буду теперь, к примеру, заниматься? Или в какую сторону идут наши отношения? Может быть, у кого-то и выбор по отношениям, даже и так я могу предположить.
Пусть это у кого-то по части работы, заработков, дополнительного дохода. Но вот здесь вы видите четко, что есть смысл продолжать, а на чем буквально ставим крест и где-то провожаем. И часто ведь бывает вот этот выбор нам сделать достаточно сложно, потому что есть по каждому направлению свои за, свои против, какие-то разные мысли. Но вот здесь будет определиться вам совершенно легко и отказаться от того, что ну, уже не служит вашему прогрессу. То, что никаким образом не может быть продолжено. Но самое главное, когда выпадает аркан гроб, это мы не испытываем какого-то сожаления. Даже если прежде нас какая-то история не отпускала, а здесь нам словно становится легче. И мы говорим, не получается, да и ладно. Вот какие-то такие энергии интересные. Действительно можно сделать выбор. Вот посмотрите, по аркану Солнца здесь может быть у кого-то важная встреча. Может быть, с новым совершенно человеком, который, как мы говорим, по судьбе. Конечно, аркан сердца больше говорит о личной истории каждого из вас, и поэтому, если вы сейчас один или одна, вот самое время делать выбор и подумать, каким образом я могу расширить контакты или расширить свой социум, добавить новых людей, или, может быть, через ваши какие-то увлечения, хобби, занятия, через работу, то тоже может быть встреча с таким человеком. Ну, а для людей, которые в паре, здесь что-то восхитительное может быть. Да, есть то, что не может быть продолжено. Может быть, это, знаете ли, я могу такое предположить, вы можете помириться. Если действительно с важным для вас человеком, близким вашим человеком, который вам дорог, была какая-то недосказанность, или вы повздорили. Но вот здесь вы найдете общие точки и будете точно смотреть в одном направлении. Для кого-то из вас признание в любви. Или вам признаются, или вы захотите признаться. Но, безусловно, карта сердца– это, знаете, такое душевное благополучие, радость, душевная гармония. Это когда мы в согласии с самими собою. А вверху еще аркан солнца, ну, восхитительный какой-то, может быть, вот, ну, не неделя, а 10 дней, вот этот период, мои дорогие козероги, но выбор делать надо. От вашего выбора зависит буквально ваше солнце, ваше качество жизни. И как только вы с чем-то определитесь, прошлое не давляет над вами, вам только вперед. Ну, может быть, пространство, вселенная, судьба, назовите как угодно, ждет, когда же козерог, наконец, в чем-то поставит точку. Неожиданности. Вы знаете, в неожиданностях здесь действительно мелкая, кстати, карта, пятерка пентаклей. И хоть она называется материальные проблемы именно в этой колоде, но, может быть, у кого-то, я могу предположить, деньги задерживались. Тогда вы в ближайшее где-то время эти деньги получите. Я могу так предполагать, где-то в феврале вы их получите точно. Но эта карта больше говорит о недостатке. Недостаток либо взаимопонимания, либо нужно, допустим, подумать свою концепцию, откуда к вам приходят деньги. Больше карта говорит о том, что мы тоже делаем выбор своеобразный. А, Наши способы заработка или где мы будем работать, чему мы больше будем уделять внимание, куда мы будем вкладывать больше энергии, ресурсов собственных, личных и сил. Но и, может быть, это по части взаимоотношений, когда и правда мы можем с кем-то примириться. Не должно быть вот этой вилки или вот какого-то разногласия, дисбаланса. Ваша задача этот дисбаланс устранить. Ваша сильная позиция в чем? Ну, наверное, делаете выборы, не оглядывайтесь назад. Аркан колесница. Правда, у кого-то проиграется, как благополучие. Вы сумеете решить материальные вопросы. Все же это карта успеха. Но тогда вам придется использовать другие методы. Ведь карта колесница говорит, не оглядывайся назад. Нет смысла повторять какой-то, как в пройденном этапе, устоявшийся шаблон, как вы действовали раньше. Мы не получим нового эффекта, это правда. Если мы хотим получить ну, какое-то новое воплощение. Значит, мы по-новому должны действовать. И об этом тоже говорит аркан колесницы. Для кого-то из вас буквально сила в какой-то поездке. Может быть, вам нужно поехать будет в эти 10 дней, собраться, подпоясаться и не раздумывать долго. Все же эта карта еще и скорости, быстроты, перемещения. Иногда она проигрывается буквально
какие-то вопросы, которые связаны с вашим авто. Но это крайне редко. Больше эта карта свидетельствует о счастливых переменах в нашей жизни. И карта добавляет значение. Тебе отсюда только вперед. Значит, как и новые методы, новая какая-то стратегия, тактика, может быть, план какой-то ваш стратегический, имеется в виду тезис, план, когда вы для себя что-то пропишете. Но сам по себе элемент прошлого пытается от вас оттолкнуться. И в этом ваша сила. Не удерживайте, мои дорогие козероги. Даже в отношениях, может быть, и отношения, такое я ведь тоже могу предположить. Мы привыкли к человеку, а у человека планы поменялись. Или, и неважно, как он поступил, хорошо или плохо, но вот он уже в каком-то новом контексте или он совершенно где-то отдаляется от нас. Тогда не нужно пытаться задерживать. Тогда отпускай, нам эта карта будет говорить, и встречай все новое. И правда, в нашей жизни, как и в организме, поверьте, не бывает пустот. И если мы подводим вот эту демаркационную линию под прошлым или над прошлым, оно уже больше не тяготеет над нами. И пустот не бывает на место прежних отношений. Будут новые, придут новые. Новый человек придет. Продумать, каким образом я устремлюсь в будущее. Вот это самое время. Давайте мы посмотрим дела, работы, бизнес. Король кубков, правда, у кого-то могут быть согласования по вашей семье, по вашему имуществу. Или как-то переплетаются тут вопросы личной жизни у вас в эти 10 дней с вопросами финансов. Это точно. Вверху материальные, как бы материальные проблемы или пятерка пентаклей, карта недостатка, как я сказала, и не должно быть какого-то недостатка. Имеется в виду, что, знаете, тут как в один узор у вас переплетаются и вопросы финансов, и вопросы личной жизни. С учетом короля кубков, это карта любящего человека и того человека, который готов прийти на помощь. Поэтому вы можете как раз многое согласовать. Слушайте свою интуицию, но и в вопросах финансов. Нужно быть достаточно взвешенным человеком, но вы и реалисты, мои дорогие козероги, потому что тут эмоции могут помешать. Ведь по королю кубков это единственный, наверное, в колоде персонаж, который как раз умеет не путать или не смешивать в одну корзину все и эмоции, и чувства, и деньги, а вот разграничить где-то, несмотря на то, что и договариваться придется, или вопрос касается отношений у кого-то в личной жизни, у кого-то по работе. Эмоций может быть много, но вот их словно нужно отключить, а какой-то финансовый вопрос рассматривать отдельным контекстом или рационально. И наоборот, там, где касается чувств, проявить вот эти чувства по полной программе. И карты у вас, Ленорман, тоже к этому призывают. Тем не менее, что же по финансам? Ну, вы знаете, какой-то стопор действительно мог быть по финансам, по пятерке Пентаклей. Я говорила, у кого-то задерживаются, деньги не приходят. С другой стороны, ведь эта карта может говорить о том, что вы кому-то дали обязательства, помогать, например. И, скорее всего, вы тут что-то захотите пересмотреть. Потому что то, что мы сэкономили, это как 2 раза заработали. Аркан повешенный, с одной стороны, нам говорит, человек сам себя перевернул, чтобы увидеть что-то с нового ракурса. И это в том контексте, как я говорила, что прошлые методы не работают, не помогают. И это касается денег. Новая стратегия и тактика будет вам буквально помогать. И об этом тоже свидетельствует аркан колесница. Перестроить себя надо. С другой стороны, аркан повешенный еще тупик какой-то. Вот вы можете на начало этого периода ощущать себя словно в каком-то тупике. Но значит, вот этот тупик на самом деле не тупик, а развилка, мои дорогие. Поэтому рассмотрите, как минимум 4 варианта у вас есть. Но из этих 4 вариантов вам придется выбрать один. И тогда вот эта жертвенность или какая-то зависшая ситуация у вас будет решена. Давайте посмотрим, что по части личной жизни, правда? Признанная сила. Тройка жезлов вообще это карта будущего. И на личную жизнь здесь какие-то могут быть перспективные отношения или встреча с таковым человеком, если вы сейчас находитесь один или одна. Но если вы находитесь в паре, это прогресс ваших отношений. И для людей семейных действительно иногда по тройке жезлов мы задумываемся о переезде. И может быть не очень далеко, а просто сменить
дом или квартиру на что-то другое, или мы улучшаем что-то, мы делаем нашу жизнь комфортной. Для кого-то из вас это будет означать, ну, как новые способы заработка, работы на дому, может быть и так. И это тоже своеобразный прыжок в будущее. Для кого-то из вас это будет еще и говорить о том, что собирайся в дорогу. Если мы говорим аркан колесницы, буквально помогает, и вам кто-то предлагает поездку, не отказывайтесь. Чем-то эта поездка для вас будет важна. Может быть, для вашего внутреннего состояния. И правда, даже из недалеких путешествий мы возвращаемся всегда другие, с другим каким-то вдохновением или с каким-то новым чувством. Мы даже привычные вещи видим совершенно иначе. И вот поэтому перезагрузка в плане путешествия или какой-то поездки, она вам во благо. Она может и напрямую открыть дорогу в будущее или подарит встречу с каким-то человеком. Поэтому вам отсюда только вперед. Карта совет. Земная власть. Четверка пентаклей. С одной стороны, карта говорит, у тебя все под контролем. С другой стороны, у нас человек сидит и все охраняет буквально. И есть в этой карте, когда от твоего выбора зависит многое. Или ты продолжишь сидеть и чего-то ждать, либо ты сам как-то, ну, для себя новую стратегию, тактику отработаешь. Потому что невозможно держаться только за пентакли буквально. Есть, конечно, тема финансовая, она для вас актуальна, мы это видим по картам. Но и вам буквально помогает какой-то драйв, перемещение. И поэтому вот какой-то период ожидания, он у вас должен завершиться. Может быть, для кого-то из вас придется находить компромиссы, мои дорогие, если на повестке этих дней будет стоять финансовый вопрос. Тут буквально мы на сундуке не сидим, а где-то так можем подвинуться для того, чтобы какая-то тема была быстрее закрыта по части финансов. Или, может быть, это будет связано с новыми заработками, с новой работой. Ну, поэтому обдумать, да, что-то стоит. Но вот эти 4 пентакля, как вот эта развилка, мы можем стоять в каком-то оцепенении и так и не решиться что-то сделать, сделать первый шаг или подвести какой-то итог, а в последующем сделать выбор. Тут себя организовать нужно на что-то новое. Ну, может быть, какой-то период адаптации совершенно необходим. Ну, на кону ваше солнце. Причем, знаете, вы словно делаете выбор, а потом у вас все сферы жизни постепенно выстраиваются в красивый узор. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.